Мы продолжаем двигаться по Чуйскому тракту в сторону Монголии, до которой, к слову, осталось всего-навсего 160 километров, и прибываем в центр туризма Горного Алтая. Это поселок Акташ. Поселок достаточно крупный, здесь много баз, население почти 3000 человек, высота над уровнем моря больше 1300 метров. Поселок Акташ служит транзитным пунктом для тех, кто хочет своими глазами увидеть настоящий Горный Алтай. Поселок Акташ является действительно центром туризма. Мы будем путешествовать из него во всех направлениях, потому что посмотреть здесь нужно очень много. Итак, наши радиальные поездки будут состоять из нескольких серий. Первое. Поднимемся на высоту 3000 метров на ретранслятор. Далее, второе направление – это в сторону Монголии. Доехать до села Кош-Агач, по пути посмотреть ледники, смотровые площадки на Северо-Чуйский хребет и доехать посмотреть марсианские пейзажи. Третьим направлением будет поездка по грунтовой дороге в сторону села Улуган. Это путь к перевалу Катуирык, через который лежит дорога на юг Телецкого озера. Ну и четвертое направление. Это направление в сторону дома. Мы будем смотреть те места в районе Акташа, которые мы еще не посмотрели, когда торопились в Акташ, и остановимся на туристической базе под названием Кочевник. Пункт 1. Акташский ретранслятор или линейная радиовышка. Она обеспечивает связью Республику Алтай. Это настоящий трехтысячник. Вышка расположена на высоте 3038 метров. Отсюда открываются отличные виды на горные снежные вершины, на Северо-Чуйский хребет. Хотите увидеть снег в конце лета, потрогать его руками, вам нужно ехать сюда. На вершине, где расположена радиовышка, снег не тает никогда. Мы были в конце июля, и снега здесь было достаточно много. Более того, отсюда открывается вид на более высокие вершины, например, на гору Белуха, высота которой 4,5 километра. Расстояние от Акташа до вершины ретранслятора составляет около 14 километров, и добраться сюда можно несколькими путями. Самый простой, которым мы воспользовались, это экскурсии. Вас поднимут на самую вершину на автомобиле, специально подготовленным для этих дорог. Стоимость экскурсии составила 1500 с одного человека. Мы ездили впятером, плюс водитель. Второй способ – это подняться на своем автомобиле. Конечно, если хотите его уничтожить и не любите его. По этой дороге могут ехать только серьезные подготовленные внедорожники, особенно на первом этапе, где есть большие выступающие камни. Поэтому, если у вас легковушка или паркетник, сюда лучше не ехать. Это вам будет стоить гораздо больше, чем экскурсионный автобус. Кроме того, еще и доставит кучу проблем. Но решать, конечно же, вам. Ну и третий путь. Для экстремалов, если у вас хорошая физическая подготовка, можете отправиться пешком из Акташа. Некоторые умудряются за один световой день
подняться и спуститься. Но опять же здесь все зависит от вашей физической формы и вашего желания. Все же я вам рекомендую вариант с оплаченной экскурсией. Здесь их предлагают достаточно много, практически на каждой базе. Если вы пойдете пешком, не забудьте помимо своей физической подготовки учесть еще погодные условия, разреженность воздуха на высоте больше 2500 метров. Ну и кроме того, подъемы достаточно круто идут вверх. Итак, наш вывод. Акташский ретранслятор 5 баллов из 5. Посещение обязательное, если вы оказались в Акташе. А теперь давайте просто насладимся этими красивыми видами. Надад өгсөн сэтгэлийн дулааныг тань бодхоо нарны илч ядмаг санагдаад бай Уйтхорвигээс бүэн духчин санахлаа энэ хотоо сэтгэлд минь хүрэхгүй Сэтгэлд минь